Добрый день, дорогие друзья! С вами Велена Яромир. За окном глубокая осень. И последние несколько дней все актуальнее становятся вопросы не только как защититься от простуды и вирусных заболеваний, но и как поскорее вылечиться, если уже успели заболеть. В моем видео я не говорю о традиционных широко рекламируемых препаратах, хотя у меня фармацевтическое образование, я говорю об эффективных и безопасных народных методах и средствах лечения. Ведь во времена наших прабабушек и прадедушек фармацевтическая отрасль не была столь развита. Да я вам скажу, слава богу, а то, возможно, нам и не суждено было бы родиться в этой жизни. Ну да ладно, оставим эту тему. Вернемся к бабушкиным рецептам борьбы с простудой. Итак, первое и, пожалуй, самое важное – это питье. Как я говорила в предыдущем выпуске, и для профилактики, и во время простуды необходимо много пить. Питье должно быть теплым, не горячим, не холодным. В среднем необходимо выпивать 1,5-2 литра жидкости в сутки. Итак, что же это должно быть за питье? В первую очередь речь идет о травяных чаях, настоях и отварах. При простуде особенно полезны чай из ромашки, чабреца, липы, плодов малины, смородины, шиповника, из травы зверобоя, душицы, эвкалипта. В общем, очень большое количество трав имеет противовоспалительные и иммуностимулирующие действия, которые активно применяются при простуде. При появлении кашля наши бабушки и дедушки заваривали листья мати-мачехи, корень солодки, девисила и другие травы. Однако здесь необходимо подходить избирательно, ведь то, что подходит для лечения сухого кашля, может усугубить ситуацию при мокром. Например, всем известный подорожник очень хорошо помогает для лечения сухого кашля. Его действие направлено на стимулирование образования мокроты, а при мокром кашле у нас образуется и так много мокроты, и здесь нам необходимы травы, которые будут разжижать секрет, уменьшать его вязкость и способствовать легкому отхождению мокроты. Итак, давайте же более подробно рассмотрим все возможные варианты лечения обоих видов кашля. Первое, как я говорила в предыдущем выпуске, создайте достаточную влажность в помещении. Для этих целей вы можете использовать различные увлажнители воздуха, пиалы с водой, мокрые полотенца на батареях, разбрызгивать воду распылителем, делать влажную уборку, проветривать помещение. Дабы снизить количество раздражающих факторов, провоцирующих кашель, откажитесь на время лечения от физических нагрузок и от курения, если вы, конечно, курите. Хотя это уже отдельный пункт, ведь курение не только растягивает процесс выздоровления во времени, но и провоцирует развитие серьезных осложнений. Это же касается не только активного, но и пассивного вида курения. Так что, дорогие родители, у кого есть маленькие дети, задумайтесь об этом. Одним из наиболее эффективных методов лечения кашля являются ингаляции. Проводить их можно с помощью специальных устройств-ингаляторов, если у вас такие есть. Если нет, можно использовать самую обычную кастрюлю. В кастрюлю наливаете 2 стакана воды, ставите на печь, доводите до кипения, затем отставляете и добавляете травы. В данном случае я сейчас говорю о таких травах, как ромашка, эвкалипт и пищевая сода. Добавляйте по 1 столовой ложке каждого компонента. Дышать нужно, накрывшись полотенцем, в течение 10-15 минут. Будьте аккуратны, не переусердствуйте, потому что в противном случае можно обжечь слизистую. Дышать можно как носом, так и через рот. Также для ингаляции можно использовать отвар из кожуры картофеля. Для этого почистите картофель и сварите кожуру, как обычный картофель. После готовности отлейте немного воды и в полученный отвар добавьте 2-3 капли лавандового масла. Дышите в течение 15 минут, накрывшись полотенцем. Данный вид ингаляции особенно хорошо помогает при лечении сухого кашля. Если у вас мокрый кашель, то вы можете добавить 2-3 капли эфирного масла пихты или сосны. Но ни в коем случае не добавляйте их в ингаляции при сухом кашле, так как в противном случае у вас усилится сухой кашель. Что же касается противопоказаний уже упомянутых масел, то таковыми являются для пихтового и масла сосны эпилепсия, предрасположенность людей к судорогам и заболевания почек. По отношению к лавандовому маслу хочется отметить, что его нельзя применять при беременности. Его нельзя также применять при эпилепсии, малокровии
И очень нужно быть аккуратным при приеме йод и железосодержащих препаратов. Кроме того, масло лаванды нельзя совмещать с химиотерапией онкологических заболеваний. Люди с пониженным давлением могут чувствовать после ингаляции с эфирным маслом лаванды вялость, сонливость, поэтому рекомендуется делать такие ингаляции перед сном. Я очень люблю эфирные масла и активно их использую даже в повседневной жизни, а уж тем более, когда заболеваю я или мои близкие. Так, одним из моих любимых масел является эфирное масло розмарина. Я его всегда добавляю в ингаляции по 2-3 капли, так как оно является мощным стимулятором иммунитета, а также обладает антисептическим и противовоспалительным действием. Однако применение этого масла категорически противопоказано при эпилепсии и гипертонической болезни. Другое эфирное масло, которое также эффективно показало себя при ингаляциях, это эвкалиптовое масло. Оно обладает выраженным бактерицидным действием, особенно в случае стафилококка. Кроме того, учеными было доказано иммуномодулирующее и антиканцерогенное действие эвкалиптового масла. Применение его в виде ингаляции позволяет быстро и, главное, эффективно устранить все воспалительные и застойные процессы в органах дыхания. Для ингаляции используют 1-2 капли эфирного масла. Как правило, их используют в композиции с другими маслами. Как и розмариновое масло, эвкалиптовое масло нельзя применять при высоком давлении и эпилепсии. Его также не рекомендуется применять у детей до 6 лет. Противопоказанием для проведения любых видов ингаляций является высокая температура и учащенное сердцебиение. Не менее эффективными физиотерапевтическими процедурами при мокром кашле является также массаж и дыхательная гимнастика. Для того, чтобы улучшить отвод мокроты, необходимо лечь на живот так, чтобы голова была немного опущена вниз, под ноги подкладывается подушка, чтобы они были приподняты. И легкими постукивающими движениями делается межреберный массаж в течение 15-20 минут. При этом периодически нужно прокашливаться. Вы на экране сейчас можете увидеть изображение, как нужно положить ребенка, либо самому лечь. Это, в принципе, будет очень доступно, все и понятно. Еще раз хочу напомнить, что такой массаж необходимо делать, когда кашель перешел во влажную стадию. Во время дыхательных упражнений мокрота также разжижается и выводится из бронхов, уменьшаются воспалительные застойные процессы. Тема же дыхательной гимнастики, она очень объемная и заслуживает отдельного видеоблога. Сейчас я бы хотела более подробно остановиться на теме травяные чаи, настои, отвары для лечения кашля. Итак, среди наиболее эффективных трав для лечения сухого кашля выделяют подорожник. Он способствует образованию мокроты и выведению ее из дыхательных путей, а также обладает противовоспалительным, противомикробным и иммуностимулирующим действием. Кроме того, подорожник снижает раздражение кашлевых рецепторов, а это значит, что частота непродуктивного кашля уменьшается, то есть снимаются приступы. Настой подорожника при этом легко готовится. 2 столовые ложки сухих или свежих листьев подорожника заливаются 1 стаканом кипятка. Все это необходимо накрыть крышкой и настаивать в течение 15 минут. Принимать такой настой необходимо в теплом виде. Взрослые принимают по полстакана 4 раза в день за 10-15 минут до еды, детям в зависимости от возраста. Принимать настой подорожника детям можно, начиная с 1 года. С года до 3 лет детям дают по 1 десертной ложке такого настоя, с 3 до 5 лет по 2 десертные ложки, с 5 до 10 лет по 2 столовые ложки. И детям с 10 лет можно принимать настой подорожника, как и взрослым, по полстакана 4 раза в сутки. Противопоказанием к применению подорожника является гиперацидный гастрит или язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Также повышенная свертываемость крови, склонность к тромбообразованию и рефлюкс-эзофагит. Следующее растение, которое активно применяется для лечения сухого кашля, это багульник. Он непосредственно воздействует на кашлевой центр, уменьшая затяжные приступы, а также способствует разжижению и отхождению мокроты, облегчая откашливание. 1 столовую ложку сухого сырья багульника, используются листья и ветки, необходимо залить пол-литра крутого кипятка, настаивать в течение 1 часа в термосе,
затем процедить. Принимать такой настой нужно в теплом виде по полстакана в день через 20-30 минут после еды. И необходимо принимать его 3 раза в день. При желании настой можно подсластить медом, если у вас нет аллергии. Багульник очень популярен среди фитотерапевтов и гомеопатов. И это заслуженно. Он помогает быстро справиться с сухим кашлем, вылечить затяжной и даже помочь при кашле курильщиков. Однако будьте осторожны, потому что передозировка багульника может привести к серьезным отравлениям организма. Суточная норма взрослого человека составляет 1 столовая ложка сухого сырья в сутки. Детям настой из багульника можно применять только с 14 лет. При этом с 14 до 16 лет суточная доза уменьшается в 3 раза по отношению ко взрослой. Применять багульник нужно в течение 5-7 дней для получения более эффективного результата. Однако его нельзя принимать кормящим мамам, беременным, людям, страдающим от эпилепсии или имеющим в наличии диагнозы, такие как гломерулонефрит, гепатит или панкреатит. Следующее растение, о котором хочется сказать, это алтей. Для лечения кашля применяют корень алтея. Он усиливает образование бронхиальной слизи при сухом кашле и улучшает ее отхождение из дыхательных путей, а также защищает слизистые оболочки глотки и трахеи от раздражающих факторов. Для приготовления отвара используют 1 столовую ложку корней алтея, помещают его в эмалированную посуду и заливают 1 стаканом охлажденной кипяченой воды. Все это накрывают крышкой и нагревают в течение 15 минут на кипящей водяной бане. После чего отвар охлаждают при комнатной температуре в течение 45 минут, процеживают и оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя отвара доводят кипяченой водой до 200 мл. Принимают такой отвар внутрь по полстакана 3 раза в день после еды. Курс лечения составляет 2 недели. Противопоказаний нет, но беременным и кормящим женщинам лучше всего проконсультироваться со своим лечащим врачом. Одним из эффективных лекарственных растений при сухом кашле является термопсис. Это великолепное средство для трансформации непродуктивного кашля в продуктивный, то есть повышается выделение секрета и ускоряется его эвакуация из дыхательных путей. Однако нужно быть очень осторожным, так как в больших дозировках термопсис нередко приводит к рвотному рефлексу. Но если соблюдать правильные пропорции при применении, то вы получите положительный результат для лечения сухого кашля. Итак, для приготовления настоя вам потребуется 1 грамм высушенной травы на 1 стакан кипятка. Настаивать средство рекомендуется 40-50 минут в одних источниках. В других источниках говорят, что настаивать необходимо не менее 8 часов. Затем все это необходимо процедить и принимать такой настой необходимо по 1 столовой ложке 3-4 раза в сутки. Детям до 13 лет настой готовят в другой пропорции. Берется 0,1 грамм трава термопсиса на 100 мл кипятка. Малышам до 3 лет его дают по половине чайной ложки 3 раза в день. Детям с 3 до 10 лет по 1 чайной ложке. И детям с 11 до 13 лет дают по 1 столовой ложке 3 раза в день. Противопоказанием к применению травы термопсиса является беременность, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. А для получения необходимого результата термопсис нужно применять от 3 до 5 дней. В последнее время среди любителей декоративных растений пользуется популярностью исландский мох, она же цертрария исландская. Однако это непростое растение. Благодаря своему содержанию это растение оказывает не только антибактериальное действие, но также повышает иммунитет и успешно применяется для лечения туберкулезной палочки. Исландский мох издавна применяется в народной медицине как противорвотное и противокашлевое средство. Для приготовления чая при сухом кашле возьмите 1 чайную ложку исландского мха и добавьте столько же тимьяна, известного в народе как чабрец. Залейте все это половиной литра кипятка, оставьте настояться в течение 50 минут, процедите, и можно принимать такой чай по 1 чашке 3 раза в день. Но здесь следует отметить, что тимьян
может вызывать бессонницу, поэтому такой чай не следует пить после 6 вечера. Или же можно приготовить отвар. На 1 столовую ложку измельченного исландского мха возьмите 1 стакан молока. Содержимое все накройте крышкой и поставьте на огонь. Варите в течение получаса. Пить такой отвар необходимо в горячем виде перед сном. Принимать его необходимо в течение 4-5 дней. Противопоказанием к приему исландского мха являются аутоиммунные заболевания, беременность и период лактации. Его также нельзя давать детям до 1 года. Детям с 10 до 16 лет дозировка составляет 2/3 от взрослой дозы. С 4 до 10 лет 1/3 взрослой дозы и с года до 4 лет берется 1/4 от взрослой дозы. Что же касается непосредственно тимьяна, его нельзя применять людям с пониженной функцией щитовидной железы, а также людям, имеющим заболевания почек, печени, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Его также нельзя принимать с беременным женщинам и кормящим грудью. Готовится настой тимьяна очень просто. 2 столовые ложки на 2 стакана кипятка. Варить его необходимо на водяной бане в течение 15 минут при закрытой крышкой. После чего даем настояться по полученному отвару в течение 45 минут при комнатной температуре. Затем необходимо процедить. Пить такой отвар можно по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. Хочу отметить, что чаще всего, как однокомпонентный чай или настой, чабрец применяется для лечения влажного кашля. То есть, когда у нас есть трудноотделяемая вязкая мокрота. Он очень хорошо тогда в таких случаях помогает, разжижает бронхосекрет и способствует его выведению из дыхательных путей. Для лечения же сухого кашля тимьян или чабрец применяется только как составная часть сбора. Еще хочу сказать, что все настои необходимо принимать свежеприготовленными и готовить их нужно каждый день. В наше время все эти лекарственные растения можно приобрести в аптеке. Они продаются там в виде сиропов, таблеток, экстрактов, жидких, сухих. Эффективность их при этом не уменьшается. Однако, если вам по тем или иным причинам не хочется употреблять сиропы, которые содержат сахар, воспользуйтесь моими советами и приготовьте домашний настой или отвар. Как вы видите, тема лечения кашля, она достаточно объемная, и рассмотреть ее в одном видеоблоге очень тяжело. В этом блоге мы постарались рассмотреть лечение сухого кашля. В следующем выпуске мы постараемся подготовить для вас информацию, как лечить мокрый кашель и какие лекарственные растения можно использовать в сборах как для лечения сухого кашля, так и для лечения мокрого кашля. Спасибо, что остаетесь с нами. С вами была Велена Яромир. До новых встреч. И помните, ваше здоровье в ваших руках.